манера его работ так или иначе вызывает обсуждение. Может ли это считаться искусством или должно считаться вандализмом? Одним словом, личность характерная и особенная. Yeah. Speak for my people. That's why I know how. I was born to a cold world that became hot. I shed tears from my dead peers like raindrops. Same spot infested with cane rot. So many po-po, I used to think on the low-low they was using my block to train cops. Hopping out the Crown Victorious aim Glocks. Hound sniff the dank spot. So many homies became locked. If you got anything less than 10 friends up in the pen, then we ain't from the same block, dog. Славу Кидульт принесли метровые надписи на фасадах дорогих магазинов Парижа и Нью-Йорка. А среди его жертв исключительно лучшие бутики города: Гермес, Луи Виттон, Суприм, Марк Якобс и многие другие известные бренды. Все свои работы он выполняет с помощью огнетушителя и краски ядовитого цвета. На все у него уходит буквально несколько секунд, вслед за чем он испаряется в городе. Пишет обычно либо свое имя, либо какое-то короткое слово «love», «tag» или «art». Что отличает его от обычного вандала, так это его последовательность и идейность. Если вырвать одну работу из контекста, то может показаться, что он просто пришел, испачкал стену и скрылся. Но если понять размах его деятельности и настойчивости, то станет понятно, что это уже высказывание и его позиция. А грубая форма подачи – это лишь способ, по его же словам, вернуть граффити-культуре протест, бунт и снова сделать его нелегальным. Я показываю ту правду, которая не нуждается в обсуждении. Все эти магазины использовали граффити-культуру в коммерческих целях, наживаясь на тренде, не являясь при этом ее частью, и руководствуются лишь целью получения прибыли. Если этим брендам действительно нравится граффити, то я дал им то, что они любят. Неважно, красиво это или нет. Мы должны оградить эти бренды от использования культуры, которая принадлежит нам. Мое послание обращено ко всем, без каких-либо исключений. Я хочу достучаться до людей, открыть им глаза на то, что происходит с нашим обществом, чтобы разбудить их от этой современной комы, в которой они находятся. Мы должны сделать так, чтобы наши голоса были услышаны. А граффити – это наш мегафон. Я не претендую на то, чтобы учить кого-то или поведать новую правду, но я знаю, что есть люди, которые понимают мою борьбу и имеют свое мнение по этому поводу. Моя работа заключается в борьбе с меркантильностью. Это способ активно отвергать материализм и общество потребления.
Моя основная концепция – это противостояние брендам и руководящим коммерческим институтам. Бренды создают глубинный разрыв между стоимостью реальных вещей, таких как граффити, и стоимостью продукта, который продают они. Происходит двухсторонний угон. Я беру на себя маркетинговые стратегии бренда, чтобы создать свой имидж. Я использую те же методы, которые используют они, чтобы рекламировать свои идеи. Я использую их известность и их инструмент, чтобы демонстрировать уже свою систему. She taught me to beg from no one, so I took it. You're right, Ma, I'm just like Pops was. Well, they wonder, what's the reason for my tears? We dying when I'm crying, I'm just grieving for my peers. They ask me, why so often I cry here? I can't beat the coffin, I do not want to die here. They wonder, what's the reason for my tears? We dying when I'm crying, I'm just grieving for my peers. They ask me, why so often I cry here? I can't beat the coffin, I do not want to die here. I roll with true kings who disregarded they hoop dreams. They used to do things like shoot niggas over their shoestrings. Kept the P90 in the line in the blue jeans and moved cream to more than a few fiends. Daily grind since '89. Out of state plates with powder cake in the baby nine. Одно из самых интересных противостояний случилось в 2012 году, когда Кидульт разрисовал фасад бутика Марк Якобс в Сохо, сделав огромную надпись «Арт» розовой краской. Тогда художник и дизайнер решили проверить друг друга на прочность. Впоследствии Марк Якобс выпустил футболки от имени своего бренда с фотографией проделанной работы Кидульта на стенах их бутика, а под фотографией было написано «Art by Art Якобс». Цену ей определили в $689. Производители не смогли удержаться и написали в Твиттер, что с подписью самого Кидульта футболка подешевеет. На что Кидульт ответил, выпустив футболку с фотографией самого себя в момент создания пресловутого граффити и подписал ее «Not Art by Кидульт». Цена футболки также иронично обыгрывала ответ Марк Якобс и составляла всего 6 евро 89 евроцентов. Нравится вам это или нет, я запустил целое движение, ведь без хаоса нет порядка. Я хочу приносить пользу своими работами, пока компании брендируют все в округе. Но даже не надейтесь на то, что я когда-нибудь сработаю с ними. Не проводите между нами параллель, это два разных мира. То, что я делаю, это диктатура, а бренды должны страдать. Мои работы показывают то, чего люди не хотят замечать. Прежде всего, граффити – это эффективный инструмент, как оружие. Граффити является собой первую форму бунта. Вспомните надписи или рисунки на стенах во время войн, забастовок и революций. Мы используем стратегии, приемы СМИ и принципы работы корпораций, чтобы затроллить их самих. Образы, которые они используют, сворованы и не принадлежат им. Наша цель – вернуть себе земли, захваченные городским капитализмом в лице транскорпораций. Наш посыл ясен, и весь он в наших граффити. Чтобы донести его, мы используем маркетинговые приемы брендов, только наши цели не коммерческие и нелегальные. Вот что значит установить визуальную диктатуру в городе. Сознание многих людей затуманено их одержимостью предметами роскоши. Культурные ценности должны этому противостоять, пока бренды пытаются использовать граффити в своих легальных целях, чтобы контролировать наши действия. Я появляюсь там, где меня не ждут. На витринах магазинов, на дорожных знаках. У меня хватает инструментов, чтобы получить доступ к чему угодно. Богачи не понимают бедняков и не испытывают к ним чувство сострадания. Когда так называемое граффити стало продаваться на аукционах, оно потеряло свою доступность. Настоящее же граффити – это марш против элиты и роскоши. И пускай высший класс платит за эту культуру. Они, конечно, могут попробовать присвоить мое искусство, но это затронет только тупых овец моды. Их гуру – это пустые торговые марки.
тогда как мы – настоящие. Dior прятали свое неоднозначное прошлое дольше всех. Особенно свою связь с нацистами. Дело не новое, и поэтому я решил показать правду посредством их постеров. So often I cry here, I can't beat the coffin, I do not want to die here. They wonder, what's the reason for my tears? We die here when I'm crying, I'm just grieving for my peers. They ask me, why so often I cry here? I can't beat the coffin, I do not want to die here. После Парижа Гидульт отправился в Штаты, точнее в Нью-Йорк, и там вызвал еще больший общественный резонанс, разрисовав витрины магазина Supreme прямо на Манхэттене. Supreme нравятся улицы и граффити, я решил это проверить. Граффити, уличная культура, все это сейчас за гранью. Сегодня эти бренды делают ее роскошной и особенной, бессмысленной. Они пытаются ее интеллектуализировать, обращаясь к ее грубой сущности, и это очень плохо. И большинство скажет, это не искусство, это вандализм. Возможно, но на такие заявления Гидульт сразу отвечает, что подразумевает он вовсе не искусство, а протест. И действительно, Гидульт – ярый приверженец граффити-культуры, и если вернуться к истокам понятия, сразу понимаешь обеспокоенность и тягу к бунту и протесту Гидульта. На самом деле, чтобы немного глубже вникнуть в мотив и идею художника, достаточно ознакомиться с манифестом, размещенным у него на сайте. Несмотря на грубую подачу художника, от вандала его отличают последовательность и четкая позиция, которая находит свой выход в творчестве, пусть и таком агрессивном. Главное, что это привлекает внимание к определенной проблеме, вызывает эмоции и действительно заставляет пораскинуть мозгами. Это яркий пример того, как с помощью искусства можно напрямую влиять на осознанность общества в вопросах о навязанных интересах, материализма и пустого потребления, которое так часто нам преподносится как первостепенное и внушается с самого раннего детства. Я обращаю мало внимания на стиль и болтовню. Я стараюсь быть в стороне от всего этого, руководствуясь откровенной и личной рефлексией. Мы все актеры, какая роль нас ждет, зависит от нас самих. Стать частью существующего порядка или уничтожить все и создать новый. Supergroupers wanna get raped and scraped in the grill. Duct tape the film, I cut to the chance and I drill. This that murder raw animal funk, a brand you can trust. Like Phil Knight, listen how we're banging and drunk. The darkness that surrounds us can't hurt us. It's the darkness in the heart of our soul that turn us into murderers. Even though we gutter, we still gotta reach for the stars. Peace to the gods, now speak to the bronze. The darkness that surrounds us can't hurt us. It's the darkness in the heart of our soul that turn us into murderers. Even though we gutter, we still gotta reach for the stars. Peace to the gods, now speak to the bronze. Political assassination by the interception and destruction of the assassin himself. Good evening. Our top story tonight remains the